В этом видео мы поговорим о том, как не стать удобной для своего мужчины. И вообще, нужно ли стараться не стать удобной? Может быть, наоборот, удобная женщина – это очень выгодно. Пункт номер один. Когда вы входите в отношения с партнером, вы условно как два круга, которые соединяются, и какая-то их площадь становится общей. Вот эта площадь общая – это ваши общие хобби и интересы. Здесь вы, как правило, будете очень удобны партнеру, потому что вам вместе придется находить компромиссы, как-то договариваться, подстраиваться друг под друга. И здесь очень выгодно быть удобной. Но помимо этого у вас обязательно должна быть большая часть круга оставаться вашей личной. Это ваши личные хобби, интересы, дела, друзья, ваша личная жизнь. Она должна быть. Например, кстати, те самые созависимые отношения, про которые очень часто мы говорим, слышно, это отношения, когда два круга соединяются полностью вместе, или большая часть соединения становится общей, да, и это больные отношения, это признак токсичных, неправильных отношений. Поэтому очень важно, чтобы у вашего круга большая часть оставалась на вашу личную жизнь. И в пределах этой личной жизни вы можете быть ему неудобной, потому что вам нужно будет отстаивать свои границы, права и интересы в какие-то моменты. Пункт номер 2. Любовь не нужно заслуживать. К сожалению, с детства мы часто знаем, приобретаем такой паттерн поведения, что любовь нужно заслуживать. Да? Например, когда девочка получает внимание от очень уставшей на работе мамы только тогда, когда она сделает что-то хорошее. Например, помоет посуду или пол, или присмотрит за младшим братиком. Этот паттерн поведения мы приносим с собой часто в наши отношения с партнером. И вот от этого нужно избавляться. Почему? Когда мы служим, заслуживаем, заметьте, тот же корень в слове «служить», что и корень в слове «служанка», да, то женщина такая превращается в служанку для своего мужчины. Соответственно, мужчина становится в позицию хозяина, просто позиция служанки обязывает его стать таким, у него даже нет выхода. Женщина-служанка, ее могут очень сильно любить, потому что она будет крайне удобна, но я бы не рекомендовала стремиться к таким отношениям, потому что они тоже нездоровые. Это отношения неравных. Служанка всегда ниже, чем хозяин, который выше, да. Это неравные, не партнерские отношения. Я бы рекомендовала вам стремиться все-таки к равным партнерским отношениям. И в равных партнерских отношениях тотального служения быть не может. Соответственно, в этом пункте я наглядно вам показываю, что вот такое тотальное служение – это путь в нездоровые отношения, в неравные отношения. Так делать не нужно. Пункт номер 3. Старайтесь отдавать мужчине безвозмездно. Отдавать ему любовь, внимание и заботу безвозмездно, не ожидая, что вы обязательно получите в ответ то, что вы ожидаете, именно в таком количестве, как вы ожидаете. Иначе это отношения потребительские, когда вы даете и ждете, что вам обязательно ответят так же. Это потребительские отношения, это рыночные отношения, это отношения, где взвешивают в граммах, сколько добрых слов кому сказали. Это тоже признак нездоровых отношений. Вам я бы рекомендовала быть настолько наполненной в ресурсе, чтобы у вас переполняла эта любовь и желание позаботиться о ком-то и дать внимание было из изобилия любви в вас внутри. Для этого нужно быть в ресурсе, нужно быть сильной, энергичной, выспавшейся, веселой, чтобы быть способной любить кого-то. Потому что сначала нужно будет любить себя. Если человек себя не любит, и он сам в минусе, то он просто не сможет дать это партнеру. Соответственно, вот когда вы даете из-за того, что у вас так много, что вам нужно, вас распирает, вам нужно поделиться, то вот в эти моменты вы будете для партнера крайне удобной. И это тот момент удобства, который очень положительно влияет на отношения, потому что представьте, что рядом с вами оказывается человек, у которого настолько много вот этой любви, что он ее просто изливает на вас в такой правильной, приятной форме. Не когда спасатель заботится о вас для того, чтобы что-то получить от вас, а с вами просто безвозмездно делятся. Это же классно. Такие люди всегда удобны, с ними хочется находиться рядом, потому что с ними приятно находиться рядом. И вот если вы сможете быть вот в этом состоянии и давать вот из этого
изобилия внутри себя, то вы будете в эти моменты крайне удобны. Безусловно, быть так удобной для партнера, для отношений ваших очень полезно, потому что в отношениях мы близки. Отношения ассоциируются, например, с такими словами, как дом, уют, семья, быт совместный. И чем больше вам удобно будет с вашим партнером, тем больше вы будете к нему привязаны, тем больше вам будет хотеться с ним находиться, тем меньше будет причин, например, засматриваться на других. Соответственно, если вы найдете вот этот вот ваш правильный баланс и сможете в тех аспектах, где лучше не быть удобной, помним пункт номер 1, ваш личный кружок вашей личной жизни, да, вот здесь вы удобной не будете, но в других аспектах, как, например, давать от изобилия, вы будете давать много, то вы найдете, вы заварите вот себе именно тот коктейль с замечательным количеством ингредиентов, который будет вашей личной формулой классных отношений, в которых вы будете удобны, но будете удобны разумно. Если вам понравилась тема этого видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Я читаю комментарии и я отвечаю на ваши вопросы. До встречи!